В один трагический день 1977 года в небольшом американском городке Силвердейл, штат Монтана, в семье Джонсонов случилось несчастье. Их дочери Лили было всего 3 месяца. Малышка, лежавшая на диване, каким-то образом сползла вниз и упала в стоящий на полу ароматический испаритель, наполненный сильно разогретой ментоловой мазью. Горячее вещество моментально обожгло кожу ребенка. Ситуация была катастрофической. Ожоги были обширными, особенно сильно пострадали голова и руки. Родители Лили в панике вызвали скорую помощь, и ее срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение — Форт Мейсонский медицинский центр, расположенный в 50 километрах от их дома. В отделении ожогов Форт Мейсонского центра Лили оказалась под наблюдением команды профессионалов. Среди них была 20-летняя медсестра Маргарет Эллисон, недавно окончившая колледж. Она только начинала свою карьеру, и Лили стала одним из первых пациентов, с кем она работала так тесно и долго. Состояние девочки было тяжелым. У нее диагностировали ожоги 3-й степени на множестве участков тела. Ее лечение требовало терпения, точности, сострадания. Каждое перевязывание, каждая процедура сопровождалась болью, и риск инфекции висел над малышкой, как угроза смерти. Но медсестра Маргарет сделала все возможное, чтобы ребенку было максимально комфортно. Ее доброта, нежность, спокойствие заметно действовали на Лили. Вопреки боли, она почти не плакала, когда была в объятиях этой женщины. В те недели в больнице работал фотограф по имени Рой Картер, которому поручили создать визуальные материалы для годового отчета медицинского центра. Он сделал серию снимков, один из которых стал знаковым. Обожженная девочка в белых бинтах, спокойно лежащая на руках улыбающейся медсестры. Этот кадр был выбран для обложки отчета. Родители Лили получили копии, которые бережно хранили дома. С тех пор эта фотография стала для Лили символом утешения и надежды. Когда она подросла, родители рассказали ей о несчастном случае и показали снимок. Девочка была очарована образом женщины, которая так нежно держала ее на руках. Лили не знала, кто эта медсестра, но чувствовала, между ними существует связь, пусть и молчаливая. С годами снимок стал для нее своего рода духовным якорем. В трудные моменты Лили возвращалась к этому образу, особенно когда сталкивалась с жестокостью мира. Детство Лили прошло не так, как у других. Из-за ожогов ей пришлось перенести более 10 операций, долгие месяцы в реабилитации. На теле остались шрамы, не только физические, но и эмоциональные. В школе она подвергалась насмешкам, оскорблениям, даже физическим издевательствам. Ее дразнили, обзывали, отбирали вещи. Лили все чаще замыкалась в себе. В одиночестве она разговаривала с той самой женщиной с фотографии. Она представляла себе, как медсестра снова обнимает ее, слушает, утешает. Эти воображаемые разговоры помогали справляться с реальностью. Иногда она даже плакала, прижимая фото к груди, шепча: «Если бы только я знала, как тебя зовут». В подростковом возрасте Лили начала активно искать информацию. Она обращалась в больницу, пыталась выяснить имя женщины, изображенной на фото. Однако администрация не хранила архивы за те годы в открытом доступе. Даже имя медсестры не значилось в отчете. Были только фотографии и имя фотографа. Прошли годы. Лили закончила университет, получила работу, построила карьеру. К 2015 году она жила в Гленвуде, небольшом городе в 40 километрах к югу от Форт Мейсона, и работала директором по персоналу в крупной компании. Но мечта найти ту самую медсестру не покидала ее. Однажды друг, зная эту историю, сказал: «Ты пробовала искать ее через Facebook?»
Эта мысль поначалу показалась Лили наивной, но позже она решилась. Она отсканировала те самые черно-белые фотографии, написала пост и добавила трогательное сообщение. «Это я, трехмесячная девочка с ожогами, на руках у женщины, которая спасла мне жизнь. Я не знаю, кто она, но всю жизнь мечтала поблагодарить ее. Если вы узнаете ее, пожалуйста, дайте знать. Это очень важно для меня». Лили распространила пост среди друзей, те среди своих друзей. Пост стал вирусным. Через сутки им поделились тысячи людей. И вдруг, на второй день, Лили получила звонок от пожилой женщины по имени Бренда Холли, бывшей медсестры Форт-Мейсонского центра. Она узнала свою коллегу на фото и сообщила. Ее звали Маргарет Эллисон. Она была очень ласковая, работала с тобой тогда. Я не знаю, где она сейчас, но, возможно, ты сможешь ее найти». В этот момент у Лили буквально подкосились ноги. Она не могла поверить. После десятилетий поисков у нее, наконец, появилось имя. Она плакала, не пытаясь остановиться, а потом тут же начала поиски. Лили искала Маргарет в интернете, в профессиональных базах, в старых списках медработников. Через несколько часов ей удалось выяснить, что женщина по имени Маргарет Эллисон, примерно соответствующего возраста, сейчас работает в Спринг-Ридже, небольшом городке в том же штате. Маргарет занимала пост вице-президента по клиническим программам в медицинском колледже при университете. Лили сжала в руках эту информацию, словно это было золото. Их первый телефонный разговор был наполнен слезами. «Я даже не мечтала, что услышу твой голос», — сказала Лили. Их личная встреча была организована в стенах того самого медицинского центра, где все началось. СМИ тоже узнали об этой невероятной истории и освещали события. Лили нервничала, но когда увидела Маргарет, просто бросилась к ней в объятия. «Это объятие длилось 38 лет», — сказала она, сдерживая слезы. «Ты настоящий ангел. Спасибо, что спасла меня. Ты — часть моей души». Маргарет, не сдерживая эмоций, ответила. «Я помню тебя. Помню, как ты спала на моих руках, такая милая, спокойная. Я всю жизнь хранила наши фото и задавалась вопросом, как ты выросла. А ты стала прекрасной женщиной». Теперь Лили и Маргарет поддерживают связь как родные. Они переписываются, звонят, планируют новые встречи. Их связывает не просто прошлое, а настоящее, наполненное уважением, благодарностью и глубокой человечностью. «Я нашла не просто свою медсестру, я нашла часть себя», — говорит Лили. «А для меня это честь быть ее памятью и частью ее пути», — отвечает Маргарет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.